Один из самых молодых народов России – долганы. Окончательно как самостоятельный этнос он сформировался только к началу 20 века. Сейчас его население состоит примерно из 8 тысяч человек. Более 5 тысяч из них живут в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Еще около 2000 в Якутии. В культуре долганов нашли отражение особенности быта и образа жизни многих других народов. Например, как и эвенки, долганы ездили верхом на оленях, как немцы разводили пастушьих собак, как русские строили деревянные избы. А их язык долгое время считался всего лишь диалектом якутского. Кто были предками долганов? Чем они занимались? Что ели и какую одежду носили? Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. А еще у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Народ долганы появился довольно поздно. Его формирование началось примерно в конце 18 века и окончательно укрепилось в начале прошлого столетия. Предками долганов были эвенки, якуты, энцы и русские, которых называли затундренными крестьянами. До этого они были жителями Поморья, но перебравшись на Таймыр, стали перенимать привычки и обычаи местных жителей. Это нужно было, чтобы не погибнуть в суровых условиях. Постепенно русские крестьяне объякутились, то есть переняли не только привычки здешнего населения, но и язык. Видимо, именно поэтому долгое время долганский язык считался диалектом якутского. Однако это не совсем верно. Смешавшись с эвенкийским, якутский язык сильно изменился, не только по форме, но и по структуре. Сейчас долганский считается самостоятельным языком и включает 5 разных говоров. Письменность у этого народа появилась только в 70-х годах прошлого столетия, а в 1973 году появилась первая книга на долганском языке. Ею стал сборник стихов «Бараксан». Его автор – основоположница местной литературы Агдо Аксенова. Сборник состоит из произведений долганского фольклора. Долганская пословица говорит, что мужчина должен быть без страха, а женщина умнее, чем росомаха. Такие метафоры появились не просто так. Одним из традиционных занятий является охота на пушного зверя. Для этого используют капканы и самодельные ловушки-пасти. Кроме того, долганы охотились на дикого северного оленя, занимались рыбной ловлей и оленеводством. В отличие от немцев, маршруты кочевий у долганов были значительно короче. Летом стада гнали на север, в тундру, а зиму проводили южнее, в лесотундре. Такой промысел определил и традиционное питание народа. Для любого жителя средней полосы России такая диета покажется скудной, однако она довольно типична для народов Севера. Так, основой рациона долганов была оленина. Ели ее, как и немцы, в сыром, мороженом или вареном виде. Таким же способом употребляли и рыбу, а из пойманных летом гусей делали заготовки на зиму. Для этого мясо птицы вялили. Еще одно долганское блюдо – лепешки и оладьи. В наши дни, конечно, большую часть продуктов покупают, но и от традиционных блюд не отказываются. И мужская, и женская верхняя одежда долган представляла собой суконный кафтан сантап, расшитый бисером. Кафтан похож на эвенкийский, а вот рубахи, штаны и платья были совсем как у русских. Шили их из покупных тканей. Зимой носили сакуи, как у немцев. Сакуй – это одежда из оленевого меха с капюшоном. Также ходили в парках, силуэт которых позаимствовали унганасан. В наши дни национальную долганскую одежду чаще носят женщины, они надевают ее по праздникам. Сегодня долганы живут в обычных поселках, но к оседлому образу жизни они пришли только во второй половине 20 века. До этого типичным жилищем был балок. Это каркасный дом из деревянных реек. Его устанавливали на полозья, чтобы можно было передвигать с места на место. Сначала каркас обтягивали ситцем, а сверху покрывали сшитыми между собой оленьими шкурами. В балке были нары, железная печка и даже окно. Кроме того, некоторые долганы строили себе избы по образу русских, а также использовали переносные жилища, заимствованные у других народов. Якутские балаганы, эвенкийские чумы и конусообразное жилье гуломо, покрытое дерном, как делали эвенки. В наши дни долганы также чтут окружающую природу, как и их предки. По словам представителей народа, без уважительного отношения и взаимопомощи на севере не выжить. Здесь, в балках, охотники всегда оставляют еду, дрова и спички, чтобы каждый, кто заблудится в тундре, мог согреться и поесть.
Раньше у долганов была традиция. Первую добычу охотник раздавал всем соседям. Лучшие куски доставались старикам и детям, а что останется – семье. И сегодня для этого народа нет ничего ценнее человеческой жизни. И если горе случится, то помогать будут всем миром. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.